Ходи, надо ходить. 23 июня в Дагестане произошел двойной теракт, первый за 12 лет. Жертвами стали 22 человека, 17 полицейских и 5 гражданских. С тех пор прошло больше месяца, но власти не назвали заказчиков, не уволили допустивших трагедию силовиков, теракта как будто бы и не было. В России стараниями властей быстро забываются многие важные новости, особенно те новости, которые не нравятся Кремлю. Мы решили это исправить. Теперь проект, помимо больших расследований, будет разбирать для вас главное событие месяца. И о многом вы, как обычно, узнаете впервые. А начнем мы с теракта в Дагестане. Сегодня мы обнаружим много странностей в официальных сообщениях властей об этой трагедии. Расскажем вам о том, как Кремль и ФСБ использовали ее себе на пользу. И впервые объясним, при чем тут Хабиб Нурмагомедов. За 3 месяца до Дагестана трагедия произошла в Москве. Исламские радикалы атаковали концертный зал Крокус Сити Холл. Это второй по числу жертв теракт за всю историю России после Беслана. В наши дни террористы атакуют чуть ли не с той же частотой, что и во время чеченских войн. Мы живем в времена, когда подобные террористические атаки становятся актуальными для всей нашей страны. Первые сообщения о том, что террористы напали на Махачкалу и Дербент, начали появляться в районе 6 часов вечера 23 июня. Нападения происходили одновременно. Судя по всему, в Махачкале террористы первым делом атаковали синагогу на улице Ермошкина. По данным местного издания «Черновик», внутри они никого не нашли, написали на дверях суры из Корана и бросили коктейль Молотова. Затем боевики направились в православный Успенский собор, который находится в другой части города. Чтобы попасть туда, террористам надо было проехать через центр Махачкалы, где расположены все административные здания: мэрия, парламент, администрация республики, управление ФСБ и МВД. В 600 метрах от всех этих зданий террористы атаковали пост ДПС. Сообщалось, что в начавшейся перестрелке погибли как минимум 2 сотрудников полиции. После этого боевики добрались до Успенского собора. Возле входа они убили охранника, который был вооружен одним газовым пистолетом. На соседней улице завязался бой. Там убили 2 нападавших. Еще один остался где-то возле храма. Видимо, забаррикадировался в пристройке, которую силовики штурмовали уже после захода солнца. Нападение на Дербент началось так же, как и атака на Махачкалу. Сначала террористы атаковали синагогу, которая видна с центральной площади города. Оттуда жители, гулявшие с детьми, снимали видео горящего здания. В отличие от Махачкалы, здесь православный храм и синагогу разделяют всего 800 метров. И спустя несколько минут после первых новостей о поджоге синагоги стало известно и об атаке на церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Это единственный православный храм в городе. Там террористы убили священника, отца Николая Котельникова, и охранника. Бои велись до захода солнца. В конце концов, боевиков блокировали в километре от площади. Ай, бля! Да ну нахуй! Уходите! Тем же вечером перестрелки продолжились в Сергокале, райцентре, расположенном аккурат между Махачкалой и Дербентом. Сюда силовики приехали проводить обыск в доме главы района Магомеда Омарова. Ну а прежде чем мы вам расскажем о теракте в Дагестане и о роли Хабиба Нурмагомедова в нем, я напомню вам о том, как важно подписаться на YouTube-канал проекта, на наши социальные сети, телеграм-канал проекта, телеграм-канал агентства, инстаграм-агентства. Вообще подписывайтесь на нас везде, и в том числе не забудьте про почтовую рассылку. Учитывая, что российские власти сейчас блокируют YouTube, как никогда важно оставаться на связи. Все ссылки вы найдете в описании, обязательно поставьте лайк, но мы продолжаем. Все боевики, напавшие и на Махачкалу, и на Дербент, были местными уроженцами из небедных семей сотрудников госкомпаний и местных чиновников. Это новое лицо терроризма на Кавказе. Среди убитых в Махачкале боевиков сын и племянник районного главы Осман Омаров и Абдусамат Амадзиев, а также Далгат Даудов, бывший силовик, который в 2020 году работал на Омарова-младшего, по крайней мере, согласно утечкам из налоговой, получал от него доход. В Дербенте убиты как минимум 2. Али Закаригаев, бывший член партии «Справедливая Россия», избирался в небольшой сельсовет Сергокалинского района. Он тоже племянник Магомеда Омарова.
Пятый убитый террорист, запомните, мы его еще сегодня вспомним, Гаджимурат Кагиров, двоюродный племянник бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева, которого в 2018 году осудили за превышение должностных полномочий. Кагиров работал у него охранником-водителем. Все ли это нападавшие на Махачкалу и Дербент? Удивительно, но до сих пор неизвестно их точное число. Национальный антитеррористический комитет сообщил о 5 убитых боевиках, а глава Дагестана о 6, и никто не прояснил, чьи же данные верны. Точно известно лишь, что силовиков погибло больше – 10 человек. Как на события реагировали в Москве? Владимир Путин упорно молчит. В ночь после трагедии его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверял народ, что президент держит руку на пульсе, дает поручения, а недружественные страны пресс-секретарь упрекал за недостаток соболезнований, хотя Путин лично их тоже не выразил, лишь в формате сообщения, где заодно и выразил сочувствие жертвам украинского удара по Севастополю, который случился в тот же день. И это при том, что Дагестан для президента особый регион. По сути, его правление началось со вторжения боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба в республику со Второй Чеченской войны. А Дербент стал первым городом, в котором Путин обнимался с людьми после мятежа Пригожина. Но после атаки на Махачкалу и Дербент у президента не нашлось слов ни о жертвах, ни об организаторах преступления. С поиском последних Путин загнал сам себя, а следом все руководство страны, в ловушку. Еще после теракта в Крокусе он заявил, исламские фундаменталисты точно не могут угрожать России. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства. Сомневаться в словах Путина нельзя, и ответственность за события в Дагестане, как и раньше в Крокусе, пропаганда первым делом попыталась свалить на Украину. Случайностей нет. Со дня начала СВО на Дагестан оказывается давление извне. Предпринимаются неоднократные попытки дестабилизации, и следы ведут в сторону украинской СБУ и их кураторов из числа стран НАТО. То же самое стали писать и кремлеботы. По данным проекта «Ботнадзор», в день теракта они оставили почти 1500 подобных сообщений. Но в этот раз такие сообщения выглядели уж слишком глупо и вызывали непонимание даже у самых лояльных. А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. Тогда власти стали действовать другим привычным для себя способом. Во-первых, о теракте решили просто забыть. Это только в первый день информации было много, вплоть до того, что официальные каналы МВД Дагестана буквально в прямом эфире публиковали сообщения о раненых и погибших и выкладывали видео с мест перестрелок. Но на следующий день 2/3 постов были удалены. Из 31 сообщения о теракте в публичном доступе остались только 9, 22 поста стерли. И по данным издания «База», на удалении постов настояла ФСБ. О людях, которых арестовали как пособников террористов, россиянам сообщили очень мало деталей, в некоторых случаях назвав лишь имена и фамилии арестованных, которые очень распространены в Дагестане. Имя еще одного арестованного не назвали вовсе. 9 июля задержали того самого главу Сергокалинского района Магомеда Амарова, чьи сын и племянники участвовали в нападении. Российские законы не позволяют карать за родство, поэтому самого чиновника формально обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Якобы он фиктивно устроил в местную газету 2 человек, один из которых водитель, и так в течение 6 лет вместе с 3 другими сообщниками получил 700 тысяч рублей, то есть по 2-2,5 тысячи рублей в месяц на каждого. Но нам важно другое. Новость об аресте Амарова-старшего стала последним упоминанием теракта на Первом и Втором каналах, согласно нашему анализу. И с тех пор они не выпустили ни одного материала, посвященного событиям в Дагестане. Замалчивание – только первое привычное действие властей. Во-вторых, вместо реальной борьбы с террористической угрозой власти пошли на популистский шаг – запретили ношение никабов в Дагестане. Вот как эту меру раскручивали прокремлевские телеграм-каналы. Вы в курсе, что еще лет 8 назад можно было купаться на берегу Каспия женщинам? Что можно было ходить в топе? Мои личные наблюдения – это изменения после воцарения Хабиба и его отца, которые стали визжать в XIX веке. С ними заигрывали.
И тут мы подходим к третьему пункту. Кого назначили главным виновным в теракте в Дагестане? Власти, по всей видимости, использовали трагедию, чтобы покарать Хабиба Нурмагомедова, одного из самых известных спортсменов мира. Сначала его атаковал главный пропагандист страны за долгое молчание после теракта. А Хабиб нам что-нибудь скажет? А Хазбик что-нибудь напишет? Ну, просто интересно. Или так, как всегда, промолчат. В лучшем случае. Тему подхватили в лояльных Кремлю телеграм-каналах. Даже после того, как спортсмен выразил соболезнования близким жертв трагедии, канал «Бриф» обвинил его, ни много ни мало, в сепаратизме и поддержке теракта. Один из террористов, Кагиров, был бойцом ММА из клуба Хабиба Нурмагомедова. Имел 2 победы в 2 боях. Вероятно, это заставило Нурмагомедова высказаться в конечном итоге. Однако прямо теракт он так и не осудил. Да и теракт ли это для них? Или, может, уже борьба за независимость Дагестана? На самом деле власти обрушились на Хабиба еще до теракта. В мае этого года лояльный Кремлю Мэш сообщил, у спортсмена есть задолженность перед налоговой на 300 миллионов рублей. Технология обкатана. Таким же способом власти оказывали давление на Анастасию Ивлееву после голой вечеринки. Смотрите на эту душку. Потрогай. Вау. У Нурмагомедова нашлось еще и второе гражданство – паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. И хоть первыми об этом сообщили журналисты Центра досье Михаила Ходорковского, тему подхватили в Госдуме. Не каждый день синхронизируется повестка уехавших СМИ и лояльных государству людей. У нас много граждан, которые имеют второе и двойное гражданство. Законом это не запрещено. Что касается Хабиба Нурмагомедова, если, конечно, это так, ему тоже оно интересно для чего-то. Наверное, хочется по миру кататься или держать финансовые активы. Есть у нас такие любители. Чем же провинился Хабиб, один из самых известных спортсменов России и мира, с которым когда-то встречался Путин? На публичную поддержку такого человека Кремль рассчитывал в начале вторжения в Украину, тем более что Дагестан, где Хабиба боготворят, в первые месяцы войны был лидером по числу погибших. И здесь же осенью 2022 года были едва ли не крупнейшие в стране протесты против мобилизации. Нет войны! Нет войны! Нет войны! В общем, Кремль нуждался в Хабибе. Но за 2 года он ни разу не высказался в поддержку войны с Украиной. А его об этом настоятельно просили. По данным источника проекта, знакомого с Нурмагомедовым, в первые 2 недели войны боец находился в США, а точнее в Лос-Анджелесе. То есть в логове врага, как сказала бы российская пропаганда. Хабибу, по нашим данным, много раз звонили из администрации президента, лично ее глава Антон Вайна и первый замруководителя Сергей Кириенко. Но спортсмен просьбы Кремля проигнорировал и войну публично не поддержал. Зато публично поговорил с Дональдом Трампом, и разговор этот касался мира. Позже Трамп уточнит, что речь шла не только о Палестине, но и об Украине. Khabib came up to me after the fight the other night, and you know, you guys would probably say he's the best ever, maybe, and you know, certainly he probably is, and or very close, right? And he said to me, "Oh, I hope you can get in because we have to stop the wars, we have to stop the killing, the killing." He was so smart; he understood it. Talking about Russia, Ukraine. I'm talking about Russia, Ukraine. We'll get it stopped. В Кремле эта история тоже вызвала недовольство. И после теракта, когда выяснилось, что нападавший на Дербент Гаджимурад Кагиров тренировался в клубе Хабиба, у властей появился повод отомстить за все. У нас был в 2021 году, и он прошел 1 тренировочный лагерь у нас в зале. Это он, когда перешел с вольной борьбы, перешел на смешанное единоборство, он у нас прошел в зале сбор. Это было, по-моему, пару месяцев он у нас находился. Спустя месяц после теракта в отставку не отправлен ни один силовик, ни один дагестанский чиновник, кроме Магомеда Омарова. Зато Нурмагомедову досталось по полной. Сразу после теракта ФНС арестовала счета спортсмена за те самые всплывшие в мае задолженности. Кроме того, спустя несколько дней после теракта в борцовскую школу Нурмагомедова пришли с обысками. И по данным Мэш, силовики искали самого Хабиба. Хоть им наверняка было известно, что боец не находится в России. И, вероятно, этой публикацией власти дали понять: обыски не случайность, у Хабиба серьезные проблемы.
Сам Хабиб, словно предчувствуя последствия своего молчания об Украине, финансовые связи с Россией планомерно разрывал, закрывал бизнесы и выходил из состава учредителей благотворительных фондов. Его центр единоборств перестал существовать одновременно с сообщениями о претензиях силовиков. And I think he's friends or was friends, but I think he is friends with Putin very much. Yeah. Вряд ли Хабиб до сих пор друг Путина, во всяком случае теперь нет. Но почему Нурмагомедов не поддержал войну? Одной из причин может быть связь его семьи с Украиной. Отец спортсмена Абдулманап учился в Полтаве, и там, по крайней мере, еще в 2022 году был зарегистрирован его брат Нурмагомед, дядя Хабиба. Другой дядя Хабиба, гражданин Украины Алекс Нурмагомедов, он утверждал, что когда-то племянник должен был выступать за страну и претендовал на гражданство Украины. Отец Хабиба это опровергал, но в начале десятых спортсмен все-таки дрался в украинском клубе и делал в нем первые профессиональные шаги. И ездил туда уже после аннексии Крыма. Приехал на Украину проведать своих родственников. 2010 и 2011 я выступал за украинский клуб и провел за них 9 профессиональных боев. И проводил много времени и тренировочных сборов в городе Полтава. В Полтаве, потому что тут уже 30 лет живут мои родные дяди. И они поддерживали меня во всем и создавали все условия, чтобы я лишь бы тренировался. Никогда не забывайте своих истоков. Любой теракт – это повод для сомнений в компетентности структур, которые обеспечивают безопасность граждан и должны предотвращать подобные атаки. Но что мы видим вместо отставок в ФСБ? Пиарщики силовиков переходят в режим, но есть и хорошие новости. То есть отвлекают внимание сообщениями о якобы других успехах ФСБ на других фронтах. Мы убедились в этом, проанализировав сообщения ТАССа в Телеграме за последние 2 года. Март 2024 года, месяц выборов президента и теракта в Крокусе. Рекордный по числу сообщений с упоминанием ФСБ за исследуемый нами период. Когда выбирали Путина, ФСБ якобы особенно активно ловила украинских диверсантов в разных частях страны. По крайней мере, много об этом отчитывалось. На неделе после теракта в Крокусе, колоссального провала российских спецслужб, число сообщений выросло еще больше. От лица ФСБ публиковались отчеты о контртеррористической операции и информация о жертвах теракта. Но даже если вычеркнуть сообщения о Крокусе, то число упоминаний ФСБ все равно остается очень высоким. Спецслужба за неделю после трагедии в Крокусе отчиталась о предотвращении терактов в Ростовской и Калужской областях, аннексированных Херсонской и Запорожской, Ставропольском крае и даже о задержании членов банды Хаттаба, того самого, что был убит еще в 2002 году. Его банду тогда же полностью разгромили. Эхо Второй Чеченской и Первой Путинской войны. Теракт в Дагестане в сводках ТАСС прошел вообще без упоминания ФСБ. Там ссылались на Национальный антитеррористический комитет, который подчиняется ФСБ. Но саму службу в контексте атаки на Махачкалу и Дербент госагентство не упоминало. При этом ТАСС все равно стал чаще писать об ФСБ сразу после теракта 23 июня. Но о чем отчитывались силовики? От Мариуполя до Приморского края они ловили украинских диверсантов, сажали за госизмену россиян и выселяли мигрантов с оккупированных территорий. Но гвоздем стала новость о предотвращенном угоне стратегического бомбардировщика. Федеральная служба безопасности пресекла попытку украинских специальных служб угнать сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, который может нести в том числе ядерное оружие. К операции украинских Главного управления разведки и службы безопасности Украины были привлечены спецслужбы стран НАТО. Лучший способ борьбы с плохими новостями – публикация хороших. Но при этом спустя месяц после теракта неизвестны никакие детали о расследовании трагедии. Непонятно в итоге даже сколько было нападавших – 5 или 6. И если 6, то кто 6-й и где он? Иногда дагестанские издания публикуют информацию о новых арестованных якобы сообщниках террористов. Их имена тоже зачастую неизвестны. Спустя месяц самым ярким последствием теракта стало преследование Хабиба Нурмагомедова, с которым, судя по всему, власти просто сводят счеты. Проект. Узнаете впервые.